Прошлое видео из Чикаго мы закончили у металлического боба. В этом видео мы отправимся на прогулку по набережной вдоль реки Чикаго. Поедем на набережную на метро. А в Северной Америке метро обычно называют Subway, что означает подземный путь. Чикаго – город уникальный. Пути метро не под землей, даже не на уровне земли, а вообще приподняты на уровень второго этажа. Поэтому и называют метро Чикаго L, от английского слова elevated, что означает приподнятый. Нам это дает возможность еще раз взглянуть на улицы и небоскребы Чикаго с видами лучше, чем у экскурсионного автобуса. За рядами небоскребов проглядывают мосты через реку, а потом показывается и река. Мы приехали. Развилка реки. Где-то вдалеке мост через Мичиган-авеню, тот, у которого начинается великолепная миля, а также расположен причал для прогулочных катеров. Водная экскурсия – очень популярное туристическое развлечение. С воды открываются чудесные виды на окружающие небоскребы, но сегодня мы про реку. А за спиной вот такая вот закорючина. Будете в Чикаго и будете плавать на вот таком вот прогулочном катере и увидите эту закорючину, вспомните, что я тут тоже был. Многие туристы даже не подозревают, насколько важна эта река для всего североамериканского континента. Чтобы разобраться почему, давайте обратимся к картам. И нам понадобится не локальный масштаб, а континентальный. Цветными линиями на карте выделены водоразделы, и становится понятно, в какой океан или в какой океанический залив впадают реки. Если приплыли со стороны Атлантического океана, то доступно восточное побережье США. Приплыли через залив Святого Лаврентия, вот те Канада. А если с Мексиканского залива, то внутриконтинентальная Америка с бассейном реки Миссисипи. Если вертикальные линии соответствуют горным хребтам, то горизонтальные не имеют таких природных препятствий, и их можно пересекать. Чикаго расположен здесь, на самой границе водораздела, между бассейнами реки Святого Лаврентия и бассейном великой реки Миссисипи. До изобретения паровозов и пароходов все передвижение внутри континента было возможно на каноэ. Любые грузы могли быть доставлены только по воде, а там, где нет воды, то нести на себе. Поэтому, когда вояжеры из Квебека нашли путь от реки Святого Лаврентия до реки Миссисипи, это позволило Франции объявить обширные территории своими. На севере город Квебек, на юге Нью-Орлеан, посередине, где сегодня Чикаго, никто из европейцев жить не хотел. Путешествие в один конец на каноэ из Квебека занимало весь летний сезон. Поэтому следующие 200 лет после открытия французами реки Чикаго берега реки выглядели примерно так. Являясь ключом к покорению всего континента, эта геолокация оказалась в гуще военно-исторических событий. Сначала Франция уступила территории Англии в ходе Семилетней войны. Затем США в борьбе за независимость победили англичан. И США, владея ключевой точкой Чикаго, в итоге и завоевали территории от океана до океана. Но хватит истории. Давайте посмотрим, что на этих берегах сегодня. Итак, мы добрались на метро, и далее надо перейти мост, чтобы оказаться в самом начале пешеходной набережной. Красная загогулина осталась на той стороне реки. Мы отправляемся в сторону великого озера Мичиган. Сейчас на берегах реки пешеходные набережные и зеленые зоны. Они появились в результате проекта стоимостью более $100 миллионов. Берега реки переделали в парк-набережную длиной 1,25 мили, что-то около 2 километров. Идея заключалась в создании одноуровневой набережной. До этого приходилось подниматься и спускаться на каждый мост, а сейчас можно пройти под всеми мостами насквозь. Ну и, конечно, переделать набережную во что-то красивое и концептуальное. Проект завершили в 2016 году, новодел.
Вот они, расширенная пешеходная набережная и проход под мостом, ради чего и затевался весь проект реконструкции. Надо отдать должное, сделали с умом. Набережная поделена мостами на сегменты, и для каждого постарались создать что-то уникальное. Так, первый сегмент, с которого мы начали, самый банальный – зеленый газон и бетонная набережная реки. Но для пикника на траве это самое то. Дальше мы заходим в джетти. С грохотом проезжает поезд метро по мосту через реку. В этой гавани все важное скрыто под водой, где создали специальные заводи для рыбы. На поверхности плавают плоты, в том числе и с зелеными насаждениями. Все для поддержания биоразнообразия. Мы стали невольными свидетелями, как гуси с потомством пытаются обжить плод. Но гусенок мал и глуп, и толпа зевак активно болеет за его успешное спасение из ловушки, созданной плотами. Даже интересно, это специально эти металлические проушины сделаны, чтобы плоты целиком не сходились и не давили тут утят? Или просто так совпало? Но я и все вокруг рады, что по большому счету гусенку ничего не угрожает. Просто надо немного поднапрячься. Толпа прямо-таки болеет за позитивный исход. А затем родитель крякнул: «Не тупи, плыви вокруг». И все семейство удалилось. Следующий сегмент – водная площадь, где установлены фонтаны, в которых детвора может купаться в жару летом. Сейчас и в апреле фонтаны выключены. Зато попалась забава для взрослых. Можно крутить педали, чтобы поплавать на этой лодке. Как видите, Чикаго спортивный город, раз такие забавы популярны. Оказывается, зря хвалил. Вот, позже уже видео снял. Плавучий агрегат в действии. А чё никто педали-то не крутит? Просто бухают. Халявщики. Далее идет речной театр. Здесь с улицы сверху можно спуститься к воде или посидеть на ступенях в верхних рядах на галерке. Всегда доступен фильм о реке Чикаго и небоскребах напротив. А что за фильм? Опять о море. Лихо закручен сюжет. Начало не видели. Оглянулся. Люди сидят с видом на реку. Смотрят. Мой же любимый вид этого места – ночной. Если же вы из ролика про великолепную милю Чикаго вспомнили здание, на которое проецируются световые шоу, то это было в прошлом сегменте с плотами и гусями. Там в стены набережной вмонтированы многочисленные проекторы, использующие соседнее здание как экран. Следующая секция называется «Бухта». Лучший вид на небоскреб Кукурузину, хоть он и в соседнем сегменте. Бухта – место для каяков, тут их можно в аренду взять, летом. Круглый год доступны каменные скамейки и кафе. Кафе подает и алкоголь, но что налили в этом сегменте, должно быть выпито здесь же. Выносить под мостами в соседние сегменты нельзя. Мы прошли уже половину пути. Для тех, кто утомился, в следующей секции доступны скамейки, отделанные тиковыми планками. Секция называется «Порт». В нижних этажах небоскреба напротив доки для яхт. Кстати, есть время, весной и осенью, когда мосты 2 раза в неделю разводят, чтобы яхты с высокими мачтами могли пройти на зимовку. Так что в Чикаго есть шанс увидеть, как разводят мосты. Но не будем тут засиживаться, пройдем дальше.
Следующий сегмент самый широкий, и тут целый парк у воды с деревьями, и самый большой после столицы США памятник погибшим. Нас опередил очередной прогулочный катер, и на его носу вы могли заметить флаг Чикаго. 4 звезды в честь знаковых событий и 2 синих полоски, одна в честь реки Чикаго, вторая в честь озера. Ну и пока идем по этой скучной секции у торгового центра, можно напомнить, что реку Чикаго развернули, и теперь она несет воды из озера в сторону Миссисипи. Для этого прорыли канал 100 километров, настроили шлюзов. В общем, что хотели, то и творили 100 лет назад. Сегодня любые строительные проекты затруднены из-за природоохранных мероприятий. Мы же тем временем дошли до моста на улице Мичиган. Это где начинается Золотая миля, и где 2 знаковых небоскреба — Чикаго Трибьюн и Уригли, который в честь компании, производящей жвачку. С моста от Золотой мили можно спуститься по лестнице к прогулочным катерам. Ну а мы пройдем дальше, завершим наш маршрут вдоль реки до самого озера. Это уже давняя реновация, выполненная в рамках другого проекта, который назывался «Вторая набережная». Первая — это вдоль озера, а вторая — вдоль реки. Весь оставшийся путь до озера называется «Рынок», но он умещает несколько мостов, причал для прогулочных катеров, парки, пивные и сидровые кафе. Различные элементы урбанистики. Хорошо. Хотел сказать, сидим, но тут полулежим. Район оживленный, толпы туристов. Все-таки самый центр. Пока лежу, отдыхаю, не устаю любоваться небоскребами. Опять попался на глаза небоскреб с баром на 90-х этажах. Ну а нам всего ничего осталось. Вон, последний мост через реку, уже видно. Анекдот вспомнился. Нашел путешественник лампу с джином в пустыне и желание загадывает: «Хочу домой». А джин в ответ: «Ну пошли». «Не, я быстрее хочу». «Тогда побежали». Мощный пивной дворик. А вот еще занятие на букву «С». Но не спиртные напитки, а спорт. Тренажерка. Если падаешь с такого стульчика, в каноэ не залезать. Ну и, конечно, безопасность. Кого-то металлические огурцы, а тут металлическое одуванчище. Не поймешь. Вот и последняя высотка на том берегу. Вот и последний мостик через канал. Да, вот он и последний мостик через канал. И мы уже готовы выйти на набережную. Лак, Иллинойс. Вау! Так это же значит, французы были первые здесь. Так и есть порты. Тут история на стенах. И пожар. Это круто. Мы прошли всю набережную вдоль реки.
На сегодня все. Еще увидимся.